Это по своему опыту, своему личному опыту, как воспринимать слова. Какое влияние оказывают иконы, образы святые в доме? Смотря какие иконы и образы, потому что все зависит не от образа, который нарисован, а от того человека, который их нарисовал, то есть художника. И когда вот художник действительно создает икону, зависит от какого состояния души у него, он может вложить такую энергетику в икону, что она действительно станет и целебной, и так далее. Но не потому, что образ лечит, а потому, что именно тот создающий художник вложил туда, он настраивался на это, желал, чтобы это произошло, сознательно и несознательно он создает лечебную икону, целебную. Так что церкви лечат не святые, которые на иконах изображены, а те художники, которые эту икону создали. А если художник имел черную энергетику, такие тоже есть, то иконы могут, наоборот, уничтожать и разрушать. Так что нужно припасаться, смотря какой художник, что он, так же, как не только иконы. Есть картины, которые просто сжирают тех людей, и даже вот тех лиц, которые были нарисованы, есть художники, которые рисовали, и тех, кого не рисовали, умирали очень быстро после этого. Наверное, слышали такие вещи, да? Да. Поэтому все зависит от художника. Просто из-за того, что люди не понимают, что происходит при создании той же самой иконы, картины. Ну, икона – это просто разновидность картины, специализированная и так далее. И церковь на этом хорошенько играет и используется. Извините, а то, что люди используют мои фотографии для того, чтобы они их лечили, изучали, не значит, что я становлюсь святым, или как-то Богом, или святым, и так далее. Это бред сивой кобылы, понимаете? Просто действительно образ даже фотографии может влиять на человека и так далее и тому подобное. Просто опять-таки непонимание, невежество, незнание приводит к тому, что паразит тех или иных категорий, так сказать, использует это невежество для того, чтобы обогащаться лично. Вот и все.